Всем привет! Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников, хотя обещали вообще списать кредиты и штрафы с граждан. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Гражданин сможет написать заявление и приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей. Изменить условия кредитного договора гражданин может в любое время его действия, но не позднее 31 декабря 2023 года. В законе также предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели или травмы военнослужащего. То же касается лиц, находящихся на иждивении. При этом правительство совместно с Банком России установит планку размера кредита, который можно полностью списать. Глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков также сообщил, что законопроект будет иметь обратную силу и начнет действовать с 24 февраля 2022 года, то есть времени начала спецоперации. Таким образом, положение о кредитных каникулах распространяется на всех лиц, в ней задействованных. Во втором и третьих чтениях депутаты планируют рассмотреть этот законопроект завтра. Что касается предложения «Справедливо Росов» вообще списать кредиты и штрафы с граждан, задействованных в СВО, то оно не прошло. Оплата за пребывание на фронтах специальной военной операции достаточно высокая. Мобилизированные будут получать на уровне контрактников, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев. И поскольку материальное обеспечение многих задействованных в СВО будет не ухудшаться, а улучшаться, необходимости в списании нет. Конечно, такое предложение можно принять. Но нужно понимать, что все это ляжет на плечи кредитных организаций, а те в свою очередь заложат риски в процентную ставку. И в итоге пострадают все, кто берет кредит. Существенно возрастут проценты для заемщиков. Последнее время каждое событие думаешь, что хуже уже не будет. Потом с удивлением видишь, что оказывается будет. Где можно почитать про коронавирус? Хочется расслабиться. Ну и обещанная мною шутка юмора. Охреневаю, когда вижу в вакансиях, как преимущество работы в данной компании своевременная выплата заработной платы. Вы бы еще написали «Вас не будут бить на работе» или что-нибудь в этом роде. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Может, все-таки стоило вообще списать кредиты и штрафы с граждан? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, не бойтесь упасть, бойтесь не суметь подняться.